Дисклеймер. Все сказанное — это исключительно мнение автора. Ваш опыт может кардинально отличаться, как минимум при отсутствии проблем с откликом. Поэтому, если с чем-то не согласны, то прошу в комментарии под этим видео. Очень долго не хотел трогать эту тему, поскольку последние дни в плане геймплея были просто ужасными. Болото, отклик и прочие подобные прелести. Тогда как в первые дни релиза eFootball 2027 все игралось просто великолепно, и впечатления от геймплея были самые что ни на есть положительные. Тогда как вот потом, когда начались проблемы с откликом, футболисты не успевают, не догоняют, ты проигрываешь, естественно, сплошной негатив. Поэтому в этот раз разговор про геймплей будет более структурированным, так как я решил написать полноценный сценарий, а не наговорить, как успел прочувствовать, как это обычно бывает, хотя и не без этого, то есть без субъективщины мы не обойдемся. Но чтобы быть более объективным и рассмотреть как можно больше сторон обновленного игрового процесса, для начала давайте ознакомимся с тем, что Konami представили на обозрение игроков, в частности, ознакомившись с патчноутом на их официальном сайте. И уже только потом я поделюсь всем тем, что успел заметить за время своих игр, что мне приглянулось, что понравилось, что не понравилось и так далее. Ваше же мнение, как вам обновленный геймплей, что вы успели заметить, что вы не заметили, что вам нравится, не нравится, также буду ждать в комментариях под этим роликом. До конца летних скидок на монеты в eFootball осталось всего ничего, а ты только и делаешь, что грустно смотришь на новые паки 27-й части. Люди, которые не шарят, назвали бы это синдромом отложенной жизни, но я-то знаю, в чем проблема. Тебе просто надо напомнить, что на PlayRock ты можешь приобрести монеты для eFootball по самым выгодным ценам. А еще у них на сайте тебя ожидают тысячи товаров из разных категорий. Ключи, донаты, игровая валюта, подписки, телеграммовские звезды и еще много-много всего. А с новой функцией автовыдачи ты получишь свой товар быстрее, чем я успею закончить это предложение. Не откладывай удовольствие от любимых игр на потом. Переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом для пополнения Steam без комиссии и помни, если выгоднее, значит PlayRock. Самое главное нововведение в игровом процессе, вы наверняка это уже знаете, так как это и заметно, и в eFootball Connect об этом говорили, это новые анимации и, в частности, удар через себя. Вне зависимости от комплекции футболиста, если вы зажимаете ошеломляющий удар, пока мяч находится в воздухе, то игрок пробьет в полете. Выглядит это максимально ущербно, так как футболисты неестественно быстро меняются в анимации, и сама по себе она может быть очень опасной, особенно если игрок не окружен защитниками. Защищаться против этого приема вполне реально, но даже так, наличие подобного в геймплее мне очень и очень не нравится. Просто вот добавили анимацию, которая и без того присутствовала, только сделали ее наоборот ручной, а не рандомной. Ну и что это за нововведение, простите за вопрос. Ну и, конечно же, новые анимации, которые я изначально очень и очень сильно недооценивал. С одной стороны, казалось бы, просто новые анимации. Ну и что с того? Но на самом деле, благодаря новым анимациям, теперь во время игры появляются новые эпизоды, которые раньше, например, банально бы не прошли. По большей части, как мне показалось, это касается пасов, хотя и не только. Футболисты теперь как-то более сильнее изворачиваются, предлагаются, пытаются подставить ногу, чтобы все-таки отдать этот долгожданный пас, а не просто теряются в моменте, как это было в предыдущем геймплее. Вратари также стали более надежными на выходах, и думаю, что это будет более заметно, когда в игре появится чуть больше вратарей с двойными стилями, которые заставят их двигаться еще чаще и еще заметнее. И вот на первый взгляд как будто бы все, потому что это вот единственное, что касается геймплея и что показали в eFootball Connect, и это чуть ли не единственное, что прям конкретно вынесено на странице по части геймплея. Но если промотать чуть ниже, то в принципе можно заметить полный список всех изменений, которые произошли в атаке, при приеме мяча, при ударе по мячу, при защите, при игре вратарей и так далее, так далее, так далее. На всякий
всякий случай я рекомендую вам самостоятельно ознакомиться с этим списком, с этим перечнем, если вам интересно, потому что все, что тут написано, мы, естественно, охватить не сможем, потому что написано уж больно много, ну и сами Konami не удосужились это иной раз продемонстрировать. Но все-таки интересные моменты давайте попытаемся затронуть. Важная помарка: во время написания этого сценария я отметил все, что мне показалось интересным, в хаотичном порядке, не в той последовательности, как это написано на сайте, поэтому не удивляйтесь иной раз и не впадайте в ступор, окей? Не самое заметное изменение по части написанного, но крайне важное, что также успел отметить, например, Amadeus при анализе игрового процесса, так это то, что изменилось значение выносливости. Было пересмотрено восстановление выносливости, то есть тенденция была такая, что на длинной контратаке футболисты уставали меньше, а если даже уставали больше, то хорошенько восстанавливались, чего не было на владении мячом и на быстрой контратаке. Теперь же после обновления на длинной контратаке футболисты также быстро устают и не так хорошо восстанавливаются, из-за чего можно сказать, что баланс был пересмотрен. Другие улучшения игрового процесса: теперь во время бега и дриблинга отличительные особенности игроков будут более заметны визуально. И это правда, речь идет про Player ID. Это по большей части касается именно современных футболистов, которых вы можете наблюдать в команде недели, в рамках шоу-таймов, нежели эпиков. И яркий тому пример — это, конечно же, Эрлинг Холланд, который буквально-таки напоминает себя самого, когда вот он разгоняется и бежит. Та самая сутулая осанка при беге. И прям как нельзя лучше напоминает тот самый прессинг во время чемпионата мира. Да и в целом, как будто бы Холланд после обновления стал более живеньким, более опасным, ну и, конечно же, более быстрым. Также я видел комментарий о том, что якобы у Поля Погба появился свой уникальный Player ID. Правда, учитывая, что в реальной жизни от него перформансов не ожидается, не значит ли это, что Konami готовят поляну для будущего релиза какого-нибудь эпика? Ну, не знаю. На модельку Поля Погба не смотрел, поэтому если у него действительно появился свой уникальный Player ID, то отпишите в комментариях об этом. По части изменений на линии вратарской, по сути, все как и было упомянуто ранее. То есть это новые анимации, которые позволяют вратарям двигаться более непредсказуемо, двигаться более опасно на игроков с мячом и таким образом ловить их на противоходе. Ну и, естественно, были устранены некоторые ошибки анимации, когда вратарь двигался как-то неестественно после взаимодействия с мячом или подобных вот ситуаций. По части атаки Konami пишут, что была скорректирована логика рывков фланговых игроков на чужой половине поля. То есть Konami признаются, что фланговые нападающие по части предложения себя любимых для паса, для отыгрыша были крайне пассивными и, как правило, прятались за спинами соперников. И по заявлениям Konami это было изменено. И если изначально казалось, что это, лукавство и ничего такого не заметно, то сыграв побольше матчей с фланговыми нападающими, и как раз таки в японском ивенте, про который мы также не так давно разговаривали, я действительно понял, что фланговые нападающие стали, чуть больше предлагаться, чуть активнее забегать и, что не менее важно, эффективно забегать. Также сообщается, что была изменена скорость движения, чтобы футболистам было легче принимать навесы рядом с воротами. Это отчасти также было продемонстрировано и в Коннекте, когда Konami показывали отрезок с небольшим таким вот парашютиком в чужую штрафную, и футболисты действительно стали более как-то выгоднее подстраиваться, более удачнее подстраиваться, чтобы обработать мяч и как-то им распорядиться в штрафной. Да и в принципе в пределах штрафной тоже, поэтому да, это тоже имеет место быть. Konami также пишут, что иногда защитник под управлением пользователя сам перемещался в направлении длинного паса, к которому соперник успевал первым. Теперь игрок может свободно двигаться и не будет автоматически идти на мяч, который не сможет достать. И вот на самом деле этот момент можно рассматривать с нескольких сторон, потому что, как по мне, с учетом вот проблем с откликом, эта проблема все еще имеется. Судя по всему, Konami имели в виду прям совсем уж отчаянные ситуации, где игрок никак в теории не успевал до мяча и тем не менее бежал на него. Но при этом в геймплее все еще остались вот эти вот пограничные моменты, когда вот 50 на 50. Либо успеет, либо не успеет. И в таких случаях ваш защитник все равно бежит к мячу и все равно не успевает.
из-за чего во время геймплея я замечал, опять же, при плохом отклике, что у меня нередко вытягиваются защитники вперед, хотя я этого не хочу. И из-за отклика они вот вытягиваются, они не успевают, и они таким образом теряют позицию и спокойно меня ловят на противоходе. Поэтому тут как посмотреть. Вроде бы и изменили, а вроде бы и не совсем, потому что ситуации бывают разными. Иногда при отборе игрок слишком далеко отбивал мяч и не мог забрать его. Внесены изменения, чтобы сила удара по мячу соответствовала ситуации. Но опять же, как посмотреть. Если какие-то проблемы с откликом и вы выносите мяч в самый последний момент, долго-долго перед ним выплясывая, то вынос также может получиться слабеньким. Поэтому я бы не сказал, что в этом плане тоже что-то прям кардинально изменили. Вот этот момент касается и пасов, и защиты одновременно. И как раз таки благодаря чему, наверное, пасы стали проходить чуть чаще. А именно, иногда опекающие игроки оттягивались слишком далеко назад при забегании игроков за спину. Пересмотрен способ определения скорости их движения. Теперь опека будет осуществляться корректнее и будет легче выполнять точные пасы в разрез и навесы из глубины при правильном выборе момента. При этом эффективность таких действий при обороне с высокой линии защиты будет снижена, то есть шансы поймать на противоходе снова увеличиваются. Они были крайне высокими, вот именно те самые шансы, в начале 26-й части, когда Konami сделали прям крайне имбовыми передачи на треугольник. Потом они это понерфили, и вот, судя по всему, только сейчас они приходят к той самой золотой середине, когда далеко не каждый треугольник и далеко не каждый заброс на треугольник проходит вперед, но теперь по возможности пытаются вот сделать более проходимыми подобные передачи. Ну, Konami, как всегда, сами сломали, потом сами починили, и так из года в год. Ну и как мне кажется, это были самые такие интересные моменты, которые были расписаны в патч-ноуте. Опять же, предлагаю вам с ними ознакомиться самостоятельно, поэтому ссылку на эту страницу с расписанными изменениями в обновлении я оставлю в описании под этим видео. Хорошо, со всем этим разобрались, пришло время для субъективщины. Очередной раз напоминаю о том, что своим мнением вы можете смело поделиться в комментариях под этим роликом. С удовольствием почитаю и, возможно, с кем-то соглашусь, а с кем-то и вовсе подискутирую. Поэтому не стесняйтесь, пишите, совсем постараюсь ознакомиться. Что же касается моего субъективного мнения, то мне обновленный геймплей, конечно же, понравился, потому что тенденция нового геймплея непосредственно перекликается, по крайней мере, с новым стилем, который они добавили. А новый стиль как раз-таки заточен под передачи, чтобы игроки чаще перепасовывались. И как раз-таки под него геймплей слегка перелопатили, и пасы теперь снова проходят чаще, чем это было в 26-й части. Поскольку моей главной претензией к предыдущему геймплею, прошлогоднему, были как раз-таки пасы. То есть мало того, что они похерили их проходимость, многие передачи просто перестали проходить, так и с прошлогодним обновлением Konami полностью забили на свои предыдущие нововведения, когда точность и сила передач зависела от цифр тех или иных футболистов. Сейчас это ощущается намного и намного меньше. Но в 27-й части пасы кардинально не изменились. Повысилась их проходимость, то есть теперь больше передач в большинстве ситуаций проходят, нежели это было в предыдущем геймплее. И мне, конечно же, это нравится, потому что я не играю в соло, а люблю перепасовываться. Стеночки, забегания, т.д. т.п. Да, это мой бич, и мне тоже хочется, чтобы Konami поддерживали мой образ игры, а не только поощряли тех, кто любит проходить на финтах, суперкэнселе и прочих подобных хитросплетениях. Новые анимации, как я и говорил, лично для меня сильно изменили восприятие игрового процесса, потому что я думал, ну подумаешь, слегка иначе буду двигаться. Но, как я упоминал ранее, благодаря этим самым новым анимациям появилось множество моментов, которые банально не возникали в предыдущем геймплее, потому что до них просто не доходило дело. А теперь футболист иначе может скинуть мяч головой, где-то может иначе подставить ногу, чтобы сделать передачу, где-то иначе вступит в контакт, чтобы перехватить мяч. Все это также заставляет пересмотреть тайминги, ну и в целом меняет восприятие геймплея. Правда, при плохом отклике все это просто идет нахуй. Ну правда, в первые дни, вот после обновления, геймплей прям чувствовался невероятно. Потом опять началась какая-то жопа с откликом, и мы вернулись к тому, что было в 26-й части. Опять футболисты не успевают, опять это не проходит, опять ты долго разворачиваешься.
Многие, кстати, писали, что футболисты стали чувствоваться как-то тяжелее, как будто бы они бегают с гирями на ногах. Но, признаться честно, чего-то подобного я не заметил, если не считать проблемы с откликом. Скорее всего, на подобное восприятие влияет тот факт, что, стоя спиной к сопернику, футболисты стали тяжелее разворачиваться, тогда как во всех остальных отношениях, особенно когда вы лицом к лицу к сопернику, в принципе, все так же можно спокойно маневрировать, двигаться и всячески проходить и убегать. Но если вы стоите спиной, то да, в таком случае разворачиваться как будто бы стало тяжелее. Это правда. Вратари хоть и стали надежнее, но в то же время их весенний бич все еще остается в игровом процессе, а именно ошеломляющие удары издали. Да и в целом удары издали. То есть даже оборонительные голкиперы, которые, казалось бы, стоят на ленточке, не выбегают и должны ловить подобные мячи, даже они умудряются пропускать удары из-за штрафной, причем далеко-далеко из-за штрафной. Тогда как при выходе 1 на 1, ну или по крайней мере в пределах штрафной, они иногда могут вытаскивать просто мертвые мячи. То есть вот такой вот парадокс получается. И как я упоминал ранее, за последние дни мне доводилось играть с этим геймплеем в разных состояниях, когда нормальный отклик и когда этого отклика просто нет, от слова совсем. И могу сказать с уверенностью, когда нет никаких проблем с интернетом, с откликом, футболисты успевают, футболисты как-то, более живо двигаются, чтобы предлагаться, открываться и так далее, геймплей просто невероятный. Я лишний раз убеждаюсь в том, что я играю вот именно в ту игру, в которую хотел бы играть. Тем самым геймплеем, который я и хотел бы видеть от футбольной игры. Жалко, что из-за плохого сетевого кода и из-за скудности серверов этот геймплей нередко ощущается крайне и крайне дерьмовым из-за своего посредственного отклика. Ну а ваше же мнение по поводу обновленного геймплея после обновления до eFootball 2027 я буду ждать в комментариях, понравился ли он вам или же наоборот не понравился, что понравилось больше, а что понравилось меньше. Обо всем этом и не только пишите под этим роликом.